Привет, друзья! Притягивая теплые деньки и тем самым веря в то, что вот-вот наступит весна и начнутся эти знаменитые шашлычные вечеринки, я сегодня вас хочу познакомить с колонкой. Компактной и недорогой беспроводной колонкой под звучным названием Sonark P4, которую пора уже готовить, а значит заранее заказывать через AliExpress. Я для вас уже это сделал, чтобы показать вам, на что она способна. А способна она на многое, несмотря на свою цену. Имеет мощность в 20 Вт, внутри 2 активных динамика, 2 пассивных излучателя, а значит стереозвук. Можно выбирать источник звука, расскажу об этом в обзоре. RGB подсветка, не маленький аккумулятор и даже функционал Powerbank здесь есть. Ко всему еще влагозащита по стандарту IPX6. Интересная штука, давайте рассмотрим ее подробнее. Подписывайтесь на канал, поехали! Sonark достаточно свежий бренд на аудиорынке, и специализация его – это недорогие устройства. Колонка поставляется в картонной цветной коробке светлых тонов с изображением милой девушки, которая с колонкой рассекает на велике. Поэтому делаем вывод, что крепить колонку на велик – это очень даже нужно. Комплектация стандартная и включает в себя провод питания USB Type-C, провод подключения к аудиосигналу mini-jack 3.5 и инструкцию на английском и китайском языках. И сама колонка, конечно, в коробке также присутствует. Компактные размеры позволяют легко перемещать колонку по дому или брать ее с собой в поездки. При этом она не теряет в качестве звучания, сохраняя богатый звуковой свой спектр. Довольно популярный форм-фактор цилиндрической формы, 2 динамика по 10 Вт спрятаны в районе надписи, по торцам пассивные излучатели с RGB подсветкой. Подсветка нескольких цветов, регулируемая и отключаемая, что позволит сохранить уровень заряда для наиболее экономных пользователей. Пройдемся по управлению. Подсветка погасла. Но сзади, а не в колонке. Пройдемся по управлению. Осуществляется она с помощью кнопок, прикрытых резиновой накладкой, что дополнительно увеличивает влагозащиту. Всего их 5, и они многофункциональны. Плюс увеличение громкости и переключение на следующий трек, минус уменьшение громкости и переключение на прошлый трек, плей-пауза по музыке или ответить, завершить звонок. Буковка М – это переключение между источниками звука, выбор режима эквалайзера. Вкл-выкл – управление подсветкой, сопряжение с другой аналогичной колонкой для создания стереопары. Да, и такая возможность тут присутствует. Также под обрезиненной заглушкой расположились разъемы питания USB Type-A для подключения флешки, mini-jack 3.5 для подключения внешнего аудио и слот для карты памяти. Так что подойдет и для староверов, позволяющий наслаждаться своей замечательной коллекцией MP3 музыки, например, с флешки. Согласитесь, довольно большой выбор для функционала для колонки за пару тысяч. Но поехали дальше. По выбору эквалайзера. Тут нет мобильного приложения для точной настройки, но есть 3 режима эквалайзера. Переключение между ними осуществляется по нажатию кнопки М, как я уже сказал, при длительном удержании в течение 2 секунд. Ориентируемся по цвету индикатора. Синий – это режим по умолчанию, белый эквалайзер вокал, с большей степенью выделяются средние и высокие диапазоны, и зеленый эквалайзер Deep Bass, увеличенные низкие частоты. Если любите по басисте, то это ваш выбор. Для каких помещений эта колонка? К примеру, на максимальной громкости в помещении в 18 квадратных метров кажется довольно громко. На улице звук будет более растекаться, а значит станет чуть тише, но и этого вам вполне хватит. Небольшую полянку эта колонка озвучит точно. Если хотите, чтобы ваши любимые композиции слышали на соседней полянке, то тут надо что-то помощнее. Но, повторюсь, громкости хватает. Что касается качества звука, то для своей цены колонка показывает хорошие результаты. Объем звука и частота воспроизведения музыки на высоком уровне и приятно на всех диапазонах громкости. Тем более есть эквалайзер. Басы довольно ощутимы, высокие не режут слух, и в общем все в пределах нормы. Басы и высокие меняемо держат баланс, не заслоняют друг друга. Вокал приятно чистый. Кстати, есть и встроенный микрофон. С его помощью можно управлять голосовым помощником, таким как Siri и Google Ассистент, а также общаться по телефону в случае поступления на него звонка. Выпускается колонка только в классическом черном цвете. Заявленная автономность до 18 часов на средней громкости, это действительно плюс-минус так. Все зависит от громкости прослушивания и яркости самой подсветки. Внутри аккумулятор на 3000 мАч, который можно использовать как Powerbank и, например, подзарядить смартфон, когда есть такая необходимость.
На коробке указана степень защиты от воды IPX6. Колонка должна выдержать небольшой дождь. Тестировать в душе я ее не стал и вам не советую. Подытожив, скажу: адекватная цена, актуальную можете посмотреть по ссылке под роликом, хорошая автономность, приятная подсветка RGB и неплохой и объемный звук, большой выбор источников звука, обратная зарядка гаджетов. Напишите в комментариях, как вам колонка. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди много интересных новостей и обзоров, и роликов будет много интересных, так что следите за каналом. А пока, пока-пока.